Мусульмане и иудеи не едят свинину, но задумывались ли вы почему? Объяснение с точки зрения священных книг сводится к банальной фразе: свинья – это грязное животное. Однако тут возникает несколько вопросов. Почему свинья? Например, те же коровы не отличаются особой чистоплотностью. И почему одних животных религия считает символами зла, а других символами добра? Не вам первым в голову пришли эти вопросы. Например, со слов доктора Закира Найка, президента Исламского исследовательского фонда Мумбаи, лишь некоторые христиане знают про запрет на поедание свинины из Библии. Поэтому ученые заинтересовались появлением подобных табу, и после исследований они пришли к одному выводу. Оказалось, что подобный запрет не причуда фанатичных верующих, а очевидная и практичная мера предосторожности. Это видео вышло благодаря нашей студии «Фабрики», в которой мы создаем иконы из мрамора. Такой подарок никто не скопирует, и его запомнят надолго. Это свойство диктует рисунок и внутренняя структура натурального камня. Камень прочен, не стареет, не боится влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей. Наши иконы осветил митрополит Павел на нашей выставке икон в Минске в 2019 году, а производство – владыка Вениамин. Заказать собственную икону или купить готовую вы можете, написав на любой из контактов из описания или закрепленного комментария. Иудаизм и мусульманство зародились в странах со знойным климатом. В таких условиях любое мясо быстро портится, особенно свинина. Если в таких условиях вы не приготовите или не закоптите его сразу, то вместе с употреблением такого продукта вы можете заиметь в своем теле непрошенных квартирантов в виде разномастных паразитов. Ну или у вас будет шанс умереть от банальной инфекции. Подобные гастрономические интересы нужно было регулировать, как-никак до изобретения хотя бы активированного угля было еще сотни лет. Поэтому в столь разных религиях появился столь похожий запрет на поедание определенных видов мяса. Но это еще не объясняет того, почему именно свинки попали под раздачу. Дело в том, что свиньи едят все, в том числе и экскременты, а в отдельных случаях даже собственное потомство. Благодаря такой диете свиней легко разводить, но по той же причине качество свиного мяса долгое время было низким. Даже язычники свинью считали неподходящим животным для ритуальных жертвоприношений. Однако объяснить даже такие простые факты людям было долго и сложно. Поэтому свиней, не особо заморачиваясь, причислили чуть ли не к исчадиям ада. Но если вы подумали, что это древние люди такие глупые, то спешим огорчить. С того времени мало что изменилось. Вы не знаете, какие виды бактерий у вас на руках, но мойте руки после улицы. Вы это делаете, чтобы не заболеть. Ваши дети не знают электродинамику, но они не пихают пальцы в розетки, так как вы объяснили им последствия. Вам почти всегда будет проще придумать простой запрет с простым объяснением, чем пускаться в долгие и нудные разговоры. Однако мы не обсудили главный вопрос. Так ли актуален этот запрет сегодня? Каждый человек рождается со свободой воли, и поэтому вопросы этики и следования вере мы не затрагиваем. Каждый волен следовать своим убеждениям, поэтому мы рассказываем только о научном взгляде на вопрос. Сегодня свиное мясо вы можете есть свободно. Свиней выращивают в хороших условиях. Им делают прививки, а мясо проверяют перед доставкой в магазин. Свиное мясо может специфически пахнуть, но не потому, что животное всеядно. Со слов ученых, мясо и жир не приобретают вкус всего, что животное ест, а количество жира зависит от сорта мяса. Мясо не нужно ужаривать до хруста, так как абсолютное большинство паразитов погибает при 70 градусах Цельсия. Но существуют противопоказания. Первое – это аллергия. Также свиное мясо должны исключить из рациона люди с проблемами печени, болезнями желудочно-кишечного тракта, а также диабетики. А что вы думаете насчет этих запретов? Подписывайтесь и покупайте нашу работу.